Всем привет! Добро пожаловать на канал Inspired by Candles. Сегодня я хочу с вами поделиться вот такими вкусными шоколадками. Их еще называют тающий воск, либо тающие кубики. А мне проще их называть wax melts, так как я всю информацию, конечно же, искала на английском языке, поэтому вот привыкайте, я всегда их буду называть wax melts, чтобы не было вопросов вообще, что я говорю и что это такое. Сегодня я хочу с вами поделиться таким полезным видео, прям показать для вас обзор, что это такое, что такое wax melts, как их используют и для чего они вообще нужны. Очень коротко хочу объяснить, что есть люди, которые не любят свечи, возможно, даже ненавидят или боятся пламя, боятся, что может произойти какой-то пожар в квартире, поэтому они любят покупать wax melts только для того, чтобы создавать атмосферу дома через аромат. Эти wax melts, они очень безопасны для использования, потому что вам не потребуется зажигать свечу, следить за пламенем, смотреть, чтобы не взорвалась, возможно, банка со свечой, стеклянная, например, а вы просто берете вот такой вот кубик маленький, либо два. Все зависит от того, какой у вас размер квартиры и комнаты, где вы хотите, чтобы у вас был аромат. Для таких wax melts обычно используют два вида аромалампы. Одна, она работает просто через розетку, и внутри аромалампы у вас находится какая-то лампочка, которая попросту нагревает воск. И есть второй вид лампы, более такой распространенный, наверное, там, где вы помещаете в аромалампу маленькую свечу чайную. Надеюсь, я правильно сказала. И ее хватает обычно на 3-4 часа. Это как раз таки хорошо, потому что вам не придется следить за тем, сколько у вас она работает, а свеча просто закончится, погаснет и все. И получается, аромалампа уже будет выключена. По сравнению со свечой, здесь вы можете контролировать мощность аромата, потому что если вы зажгли свечу, то она будет просто пахнуть и все. То есть вы не можете сделать так, чтобы она пахла чуть меньше или чуть мощней. А с wax melts все намного проще. Вы добавляете еще несколько кубиков в вашу аромалампу, и у вас аромат будет намного мощней. Не буду вам слишком долго рассказывать, я вернулась к своим старым маслам. Масла у меня вот такие вот из сайта Aztec, мне они безумно нравятся, у них очень классные ароматы. И для wax melts я использую вот такие вот коробочки пластиковые, называются clamshell molds. Ну, я думаю, что коробочки пластиковые будут вам понятны. Они закрываются и открываются очень легко. В них помещается 80 грамм воска вместе с аромамаслом. В данный момент я использую максимальный процент аромамасла, это 10%. Также я хочу поделиться с вами, как я готовлю одну смесь из двух аромамасел, табако и ваниль. Для своей смеси я делаю 60% табачного аромамасла и 40% ваниль. Всего у меня получается 8 грамм, поэтому я немножко округляю цифры, у меня получается 5,3, для того, чтобы было намного проще. Я использую вот такой воск Kera Soy Pillar Blend, мне он очень нравится, он очень хорошо передает ароматы и в принципе такой довольно жестковатый. Сейчас я вместе с вами прям открываю новую бутылку, и я вам покажу, почему я пользуюсь вот таким вот лайфхаком и не просто беру и наливаю с бутылки масло. Так все намного проще, и масло не выливается наружу. Аромамасло я добавляю при температуре 85 градусов. Помешиваю примерно, может быть, 2 минуты, может быть, минуту, и заливаю уже охлажденный такой воск где-то на 65 градусов, возможно, даже 60. Самое главное не наливать
воск при температуре 70 и 75, потому что я уже один раз попробовала, и у меня просто испортилась коробочка, немного деформировалась. Очень многие считают, что wax melts готовить намного веселее и проще, чем свечи. Есть такие, что даже не занимаются свечами, а делают только wax melts, и поверьте, это самый кайфовый процесс, где вам слишком много не нужно трудиться и думать. Вы должны просто соединить аромамасло с воском и залить формочку. Здесь я делаю свою смесь аромата. Первый это табачный, я наливаю 5 грамм, немножко отливаю и доливаю дальше уже, чтобы было 8 грамм, ваниль. Вот именно так, немножко помешиваю, хотя я думаю, это не важно абсолютно, но не знаю, почему я так делаю. Вот такой очень быстрый и простой процесс. Остальные wax melts у меня уже даже застыли. Я даю им постоять где-то 24 часа, не трогаю и не двигаю. Вот и следующий день наступил, все wax melts уже застыли, их можно закрывать. В принципе, у меня никогда не было никаких проблем, чтобы они там ломались или трескались, вот, потому что этот воск, я вам говорю, очень-очень качественный. И согласитесь со мной, похоже это на вкусный шоколад белый. Я наклеиваю наклеечки с названием аромата и дату, когда я их заливала. Обычно я даю им 3 суток на застывание, но в этом видео я дождалась 4 дня, так как у меня не было времени. Нет смысла выжидать намного дольше, и так как я уже тестировала, вначале я выжидала неделю, потом я начала выжидать чуть меньше, и теперь 3 дня, и хочу вам сказать, разницы я никакой не заметила. Хочу поделиться с вами своей аромалампой, на которой я тестирую свои wax melts. Я заказывала ее с американского сайта, как вы уже можете понять, она у меня сгорела, то есть именно лампочка сгорела, потому что здесь она на 110 вольт, а у нас 220, поэтому я решила из нее сделать другой вид аромалампы и просто помещать в нее маленькую чайную свечу, нагревать ее так же само. Керамическую подставку я ставлю на ватные диски, иначе у меня свеча перестает гореть. Сегодня я буду тестировать табаку и ваниль, и посмотрите, как легко воск выпадает из формочки, это прям, радует глаз. Пока что я тестирую по одному кубику для того, чтобы понять, какой будет самый слабый аромат, и тестирую я в своей маленькой комнате, ставлю таймер на час и тестирую этот кубик до тех пор, пока уже не останется никакого аромата. С моими wax melts обычно в течение 10 минут уже появляется такой хороший аромат, который ощущается, скажем так, в средней небольшой комнате. И каждый час я отмечаю для себя 10 из 10, например, если аромат очень интенсивный, и до какого часа он вообще будет держаться. Когда я хочу избавиться от старого воска и добавить новый, я хочу вам показать такой небольшой лайфхак, как я очень быстро избавляюсь от воска. Достаточно просто поместить вот эту тарелочку керамическую с воском в холодильник, либо в морозилку буквально на несколько минут, 5-10 минут, и вот так вот ложечкой поддеть, весь воск выскочит. Ну и как обычно я сбрызгиваю своим алкогольным спреем, протираю салфеткой, и все, тарелочка готова уже для следующего теста. Вообще с каждым ароматом все работает индивидуально. Есть аромат, который у меня 2 дня держался, я не могла даже выветрить комнату после него. А есть ароматы, которые держатся буквально 4 часа, и на 5-й час они уже так еле-еле слышны. Надеюсь, это видео было вам интересным и полезным. Пишите в комментариях, если вы когда-либо слышали, что такое вообще wax melts, и любите ли вы пользоваться ими вообще. Я желаю вам прекрасного дня, настроения на создание новых wax melts или свечей, и увидимся с вами уже очень скоро.